В начале мая мы с братом совершили весьма глупое и наивное путешествие по Крыму, целью которого было увидеть реальное положение дел на полуострове своими глазами и проверка самих себя. Вооружившись простыми бюджетными велосипедами, мы отправились в путь из Краснодара длиною почти в 700 километров до Севастополя. Этим роликом я открываю цикл серий, посвященных этой поездке. Всем приятного просмотра! У нас вчера имела место быть одна маленькая неловкая ситуация, в которой я думал, не взять ли на всякий случай каких-нибудь хотя бы мешков для того, чтобы упаковать велосипед. Но нет. Я почему-то был уверен, что этого ничего не нужно, что просто достаточно сбросить все в багажный вагон. Да, Никитос? Да. А нам пришлось, мало того, что мы забыли купить багажный билет, так еще пришлось изобретение изобретать и упаковывать велосипед так, чтобы проводники были довольны. Но ничего, с помощью дождевых плащей у нас все получилось. Приездом. 5:30 утра, Краснодар, мы приехали. Первая часть, вообще вводная часть. Пробуем. Вот в чем, а Макдональдс нельзя упрекнуть в том, что это лучший друг путешественника и туриста. Потому что в любом мире, месте, планете, я не знаю, кофе, интернет и сладкие булочки, они везде одинаковые. Это, я считаю, первая точка, которую должен посещать каждый человек, который поймал себя в абсолютно потерянном чужом месте. Город Краснодар, дамы и господа. Не хотел начинать с негативной ноты, потому что я, в принципе, очень позитивный чувак. Но мои попытки осмотреть этот город на велосипеде пока приносят мне лишь одно. Это называется боль в жопе, потому что главная магистраль, главная артерия города, она полностью принадлежит автомобилям. И мои попытки ездить по дорожным правилам натыкались лишь на конфликты, опасные ситуации, и мне реально стрёмно ехать по дорогам, поэтому я еду по медленным тротуарам. А медленные тротуары, они действительно медленные, они очень неудачные для велосипеда. Постоянные бордюры, затыки, мы мешаем друг другу, мы мешаем людям, люди мешают нам. В общем, езда по славному городу Краснодар на велосипеде я считаю опасной. Вот вам и дорожный патруль, мать его. Здесь должен был быть светофор. Точнее, он здесь был. Вот такой проспект. Но, естественно, здесь одни сплошные чпоки происходят. И вот таких ситуаций, ну, здесь постоянно. Я не хочу на негативе быть, но у меня получается, что я на негативе. С утра мы ехали, просто шик, блеск, красота. Никого, пока машины не появились. А сейчас один сплошной стресс. 12 километров, едем уже час, плетемся, чтобы увидеть музей военной техники, который вот-вот закроется. Что это такое? По крайней мере, был у друга, там как в прекрасной утробе матери. А тут тебя выплюнули в мир и такие сразу по щам. Надо такая, по щам тебе сразу, слева и справа. Как тебе езда по Краснодару на велике? Мороженку? Давай. Антистрессовая мороженка. Непонятно, правда. Мороженое в виде бананки? Бананка. Давай. Бананка?
Очень смешно, вафельные бананки. Спустя 1,5 часа мы все-таки добрались до этой набережной. Она же Парк Победы, она уже, наверное, парк военной техники. И единственное, что способно залечить мой стресс от пережитого пути, это мороженое в виде бананки. Вот мороженое в виде бананки, за это абсолютный зачет. Я аж вспотел, видишь? Да. Честно скажу, каждый день бы здесь зависал. Я всплакнул, прям окунулся в детство, да, сразу так, 12-15 лет сбросил. Еще пару килограммов кирпичей отложил заодно, на целый коттедж. Как тебя зовут? Андрей, Сколько тебе лет? 19. Как долго катаешься? Года 1,5. Тебе нравится? Конечно. Это моя жизнь, это мой стиль. Без этого я не могу. Отлично катаешь, молодец. Дай 5. Спасибо. Спасибо вам. Всего хорошего. Спасибо. Спасибо. Памп-трек, ребята, это самая веселая тема, которую можно себе представить на велосипеде. Здесь за счет движения собственных рук ты разгоняешься, и это получается очень динамично. Когда получается вот такая вот классная трасса, все складывается, просто одно удовольствие здесь крутить. Отличное место, отличное место. Вот просто вот настроение сразу же восстановилось, вот сразу же стало хорошее настроение. Такая простая вещь, как вот поднимает, как мороженое, только лучше. Памп-трек и туристическая улица, по-моему, Комсомольская, поправьте меня, если я не прав, очень восстановила баланс жизненных сил и даже в какой-то степени позволила мне проникнуться атмосферой города и полюбить его чуточку больше, чем раньше. И еще я просек фишку, нужно ехать какими-нибудь второстепенными тропами, минуя основные магистрали. Там получается, чуточку легче ехать, потому что во всех остальных случаях это нереально.